Парам сегодня ездил в Нерал, купил вот такие вот ступеньки, но это временные. О, ну отлично, отлично подходит. А то дети постоянно лазят туда наверх на второй этаж. И я боюсь, чтобы они со ступенек с этих не упали, не свалились. Я один раз для видео попробовала залезть, сама чуть не упала. Ну а так уже будет безопаснее. Ну и вообще, в принципе, я надеюсь, что стройка начнется вот-вот. И тогда ступеньки будут необходимы для строителей, чтобы они тоже не попадали. Джимми, Джимми! Фотографер! Джимми, упадет! Джимми, упадет! Упарджа! Джимми гоняет обезьян. Молодец, молодец, хорошая собака. Всем привет, а то я не поздоровалась. В общем, друзья, Парам сейчас уезжает. Сейчас, это в буквальном смысле, через час он уезжает и оставляет нас с Артуром одних как минимум на 2 ночи. Артур, кстати, еще не в курсе. Артур, у меня для тебя новость. Папа сейчас уезжает на 2 дня. Что почему? Что куда? Куда? В Карнатаку. Ну, я жду твоей реакции. Что ты улыбаешься? Мне, например, страшно. А что страшного? Ну как мы будем с тобой жить 2 дня без папы? У нас же собачка есть. Ну да, собачка нас будет охранять. So when you want go? No, I'm going. Come on. Come on, my boy. Be careful, take care, mama, okay? You must be careful in night. I say in one car, okay? Okay? So maybe Samir must sleep in top Да, okay, I say it's one room. Наш помощник, я говорю, Он пусть хороший. спит в одном из номеров. So, you must be careful. Tomorrow night. Some called killer only, na? Who killed some beauty people say, oh, kill this man. Парама рюкзак я проверила, открыла, он понабирал столько нарядов. So, why so many clothes? Почему столько нарядов? Tomorrow I go with police. Like Ну вот этот вот костюм, ему в полицию, я так и не сказала, Парама вызывают в полицию срочно. Maybe option I keep option. И кроме вот этого вот костюма, в котором он будет ехать в автобусе, он еще 2 наряда взял с собой, причем самых лучших. Come faster. Arthur, we don't have time. Я говорю, Парам, отведи Артура на занятия и заодно там прикупи кое-чего. Он говорит, нет, иди сама. Окей, I go, give me money. They see. Сейчас все узнают, где у нас хранятся деньги. Вот, Парам мне дал мелких денег, чтобы я пошла сама, купила все необходимое. Hug me, my sweetheart. Обниматься будем на камеру. Be careful. Давай. Давай. Как это сделать на камеру? Я сниму. Давай, Артур, сними. Блин, что ты по кругу? My. Окей. Take care. Yes, And come back. You also. Смотрите, мой тест. 13 из 15. Тут вообще не проверили почему-то. Так, я не поняла, у тебя you have time for see check? Я просто, я люблю, чтобы Парам сам делал покупки, а получается на меня поручил, завалил Arthur. кучу дел. Ну все, давай, Артур, давай еще попрощайся с папой. Mama, okay? And how we go? And your mobile must be all time switched on. Все время, говорю, должен телефон быть включен. Да я сейчас развесила одежду, которую хочу отдать нуждающимся людям. Я не знаю, я просто сейчас в шоке, зачем я это рассказываю вам. И вот еще, видите, вещички у меня здесь. Господи, я не успела снять, Артур рванул опять папус, но он его папусом называет. И побежал, его что-то забыл сказать или что, я не знаю. Сейчас я попытаюсь догнать. Артур! You go in rickshaw. So where is Артур? Артур! Артур, run? Вон, Артур бежит. Артур бежит за рикшей. Бай-бай. Чего ты, Артур? Что это за драматургия такая, а? Ты как Джимми, да? Когда мы уезжаем, она всегда бежит за рикшей. Так и ты. Проходите. Я вас пропускаю, милая дама. Начинаем видеодневник о том, как
каково это Мгм. остаться в Индии без мужа и без отца. Мгм. У нас всегда папа отводит Артура на занятия, и в школу это мне еще завтра предстоит. Так вот, рассказываю. Значит, Парам прибегает из Нерала, говорит, ему позвонили с полицейского участка, ну, получается, по месту жительства, он еще там по месту жительства, и сказали, срочно нужно ехать и расписываться. Это все еще мы решаем вопросы с документами. Значит, до этого он думал, что этот вопрос ему поможет уладить его знакомый, его хороший друг, полицейский. Но тот оказался бессильным в данной ситуации. Сказал, едь сегодня, или все, что мы до этого успели уже сделать, все это аннулируется. Поэтому так срочно Парам прибегает. Что мне делать? Что мне делать? Поехали, поехали, мол, поехали всей семьей. Он очень против того, чтобы оставлять нас одних. Здесь я уже вам рассказывала. В прошлый раз мы потащились на поминки. Вот, хотя можно было бы, но все в основном по этой причине, что он боится, что здесь сзади нас живут ну, такие вот люди, которые выпивают, еще что-то употребляют, и ну, как бы им нет доверия. И вот такая вот ситуация возникла. Я говорю, нет, мы не поедем с Артуром, я не хочу, я не могу. Опять эти бессонные ночи, туда-обратно, это опять столько денег потратить. Я говорю, нет, мы постоим за себя, говорю, успокойся, говорю, и едь. Пока Артур на занятиях, я готовлю нам с Артуром на ужин оладушки. В этот раз действительно нам. И обычно я вам уже говорила много раз, что я не ужинаю. После где-то 4 я не ем. Но вот сегодня, наверное, все-таки сделаю исключение, потому что я на нервах. И думаю, что оладушки мне как-то немножечко поднимут настроение. Сейчас... Я отставила, потому что пока я снимаю видео, сгорят. Вот, хочу вам еще вот что показать. Как я красиво сделала, как я специи разложила. Я вот этой вот специальной посудиной в сезон дождей даже не пользовалась, потому что все специи от влажности покрывались плесенью. А вот сейчас все почистила, все новые свежие специи так вот красиво разложила. Все здесь на виду, как на ладони. Если у вас продаются такие в городе, обязательно покупайте. Удобно, действительно удобно. Проверяю замок. Меня сейчас не будет. Иду за Артуром, забираю его с занятий, и потом мы вместе пойдем. Нужно сделать кое-какие покупочки. Вот, кстати, обратите внимание, у меня 2 охранника. Это что такое? Чего ты? Поперхнулся? Джимми. Вот, Джимми лежит. Джимми, не спи, охраняй. А это ее жених. Ну, какой. Мне нужно купить всего ничего. Молоко, хлеб, курятину. Но я беру с собой рюкзак, потому что считаю, что с рюкзаком будет это сделать безопаснее. Я очень боюсь без Парама покупать продукты, потому что на меня обязательно набросится обезьяна и постарается выхватить. А вот рюкзак повешу на плечи и надеюсь, что обезьяна как бы не додумается, что ли, что там продукты лежат. Ну, все купили. Мгм. Идем домой. Да. Я включила. Ух ты, вот это сюрприз. Но я по запаху догадалась. Догадалась, что ты готовишь попкорн. Спасибо, сынок. Сейчас какой-то фильм посмотрим, будем жевать попкорн. Кися, Артур, покорми, пожалуйста, снежинку. Вот, а я окно открыла показать вам, какая сегодня жуткая ночь. Ну как жуткая, я вообще очень люблю, когда полная луна, полнолуние, но не в такие дни. Не в такие дни, когда мы дома одни. Ну, сейчас на Ой, боже мой, на 2-м этаже наш работник вместе со своей женой и ребенком спят. Я имею номер телефона Самира, и если вдруг чего, буду ему звонить. 6 o'clock, very early morning. No wake up.
very worried about this. Доброе утро. Вот кто не даст нам проспать. Я и без вас, друзья, проснулась в 5 утра, хотя у меня будильник на 6. И еще и Парам позвонил в 6 утра. Ну, теперь понятно. Артур говорит, а где чемодан, а где чемодан? А я ночью не поняла, что это так грюкнулось. Чемодан упал. Ну, я сейчас по дороге вам расскажу о том, как прошла наша ночь. Спасибо вам, Джимми и Крош. Вы охраняли наш сон. Спасибо. И тебе спасибо. Давай, руку. Ты чего это? Спасибо тебе, спасибо. Идем, Артур, побежали. Всем доброе утро. Как видите, мы живы, в порядке, только не выспалась я. Ночь прошла относительно нормально. Самое главное, что никаких непрошенных гостей к нам в гости не пожаловало. Это самое главное. Но в целом, конечно, было очень страшно спать. Я просыпалась от каждого шороха, от каждого вздоха и пчиха наших животных. Я слышала, как пролетали птицы. Еще бахнулся, как оказалось, чемодан. Это было вообще очень страшно. Чаще всего Парам Артура по утрам провожает до вот этой вот остановки рикш. Ну а я сегодня буду провожать Артура до самой школы. Это 3 километра пешком. Ну и, соответственно, обратно тоже надо будет идти пешком, потому что мне нужно заплатить сегодня за обучение. У Артура в классе мало кто вовремя оплачивает обучение. Многие с опозданием на месяц, а то и больше. А Артур у нас такой ответственный парень, что уже буквально там через несколько дней начинает он бить тревогу. Артур, расскажи, почему так? Что учителя начинают на нас давить. Учителя начинают напоминать, мол, оплачивайте. Артуру это не нравится. Артур, сынок, ты в этом плане весь в маму. Такой же, как я, такой же ответственный и такой же бдительный. Вот Артуркин класс. 100 лет я здесь не была. Вот так мисс нарисовала, и сейчас я покажу. Мисс нарисовала пальмочку. Артур говорит, а сейчас я нарисую. За какой партой ты сидишь, Артур? Куда рюкзак положить? Сейчас. Так, сейчас Артуру нужно дать 300 рупий, чтобы он заплатил за рикшу. С кем ты сидишь, сынок? С девочкой, да? И пойду в офис платить за учебу, за обучение. Все, слава богу, задание выполнила, оплатила за учебу, Артура отвела. Как видите, пока что я справляюсь на ура и без индийского мужа под боком. Вот, а сейчас иду обратно домой. И обратите внимание, иду через джунгли, и вот в это время сейчас никого нет. С этой стороны никого нет, кругом лес. С этой стороны тоже никого нет. И есть еще такая вот вероятность, что я могу повстречать мартышек, целую стаю мартышек или лангуров. А если уж совсем повезет, в кавычках, можно даже встретиться с леопардом или со змеей. Вон, видите, Снейк-хаус там виднеется. Огромная песчаная гора. Это Снейк-хаус, там живут змеи. Так что надо смотреть вниз, чтобы не наступить случайно на змею. Я не шучу, я так, знаете, немножечко драматизирую, но на самом деле все так и есть. Забыла вам еще один важный момент рассказать, то, что объяснять, почему мне так страшно было ночью спать без Парама. Так вот, мы вчера вечером, когда с Артуром здесь проходили, уже с покупками, напротив Мадумалти, обычно вот здесь вот по вечерам собирается много мужчин. Стоят, общаются, ну и все эти мужчины, естественно, друзья Парама. Вот, и мы проходим с Артуром, и они видят, ну как-то это противоестественно выглядит, что обычно мы ходим, если по вечерам, то втроем, либо good morning, либо один Парам, либо втроем, а тут я и Артур.
с тяжелым рюкзаком. Ну, и они же спрашивают. Ко мне не обращаются, а у Артура спрашивают. А я забыла его предупредить. Мол, а где папа? А Артур такой, а папа уехал в Карнатаку. Боже мой, они, что, как, почему, что случилось? Ну, и Артур же все им выпалил. А? Who is this? Алло. Парам звонит, это вот как раз Парама товарищ. Окей, говорит, он сейчас деньги 5000, говорит, даст, возьми. Окей. Никто не знает, я надеюсь. Парам оставил вообще крупную сумму. И поэтому, на, телефон. Телефон, что я не дала. Окей. 5000, I must check. Вот, поэтому я бы не хотела, чтобы все жители Матерана знали, что мы с Артуром остались одни на 2 ночи, как минимум. Чтобы не нагрянули грабители. Так, друзья, прямое включение. Только что я получила заказ от наших постояльцев. Причем это неожиданно, заранее они не предупреждали. Несколько омлетов и чай. Я, конечно, очень рада. Я обожаю, когда у нас покупают еду. Это как дополнительный заработок для меня. Но есть такой вот нюанс. Ну, я вам обещала рассказывать, с какими я трудностями сталкиваюсь из-за отсутствия Парама. Так вот, если бы был сейчас Парам, то он бы побежал в магазин. Я говорю, что я не готова. Омлет подается в Индии не с вот такими вот хлебцами, не с тостами. Я, кстати, предложила, может быть, тосты. Они говорят, нет, паф. Паф – это такие вот сдобные булочки. Значит, надо сейчас бежать за этими булочками и за молоком. Это мне надо бегом переодеваться, потому что, видите, я по-домашнему в коротком платье, так я не пойду за покупками. И, в общем, если бы был Парам, то он бы побежал в магазин, а я бы готовила. Или наоборот. Ну, скорее всего, он бы побежал. А так надо бегом-бегом. Ну, как говорится, неприятность эту мы переживем. Это не самая большая неприятность. Но все-таки я вас информирую. Самая большая неприятность это спать без Парама. Я чуть позже вам еще подробнее об этом расскажу. Сейчас мне некогда, надо бегом. У нас уже вечер, Артур уже пришел со школы, я уже успела его накормить, уже успела отвезти на дополнительные занятия. Я ничего не снимала, потому что у меня настроение испортилось. Парам позвонил, но это, получается, давно было. Позвонил, все нормально, добрался, сразу же пошел в полицейский участок, говорит, а нет той женщины, где он должен расписываться, ее нет, прождал ее пару часов, потом... Кто-то сказал, что она в 6 часов будет, в 6 вечера, это получается через час. А если она не будет в это время, то он точно не успеет на автобус, что автобус в 8 часов. Как я надеялась, что он сядет сегодня вечером и завтра утром в субботу приедет. Но вот сейчас это под большим сомнением. Значит, я сразу на Парам как накричала. Говорю, а что ты сразу не договорился, почему ты не сказал, что ты приехал издалека, из другого штата? Он говорит, ты что, говорит, если я скажу, что я приехал из другого штата, то они вообще скажут, иди делай свой паспорт в этом другом штате. То есть этот вариант исключен. Вот такие вот дела, ребята. Мы, получается, с Парамом по телефону поговорили, довольно-таки горячо поговорили. Ну и потом, когда я уже остыла, я ему написала сообщение. Парам, а в субботу они хоть открыты, работают? Потому что если они в субботу не работают, в воскресенье они 100% закрыты. Тогда он только в понедельник сможет расписаться и, получается, вернется аж во вторник. Это, получается, очень много ночей мы проведем одни. Ну и Парам мне до сих пор не ответил на сообщение. Уже часа 2, наверное, прошло. Я понимаю, что он очень сильно сам нервничает, а я его еще больше нагнетаю. Я уже, знаете, не могу сдерживать эмоции. Я на самом деле думала, что не так будет страшно. И вот я сейчас это вам рассказываю, и мне кажется, что вы до конца не понимаете, насколько это действительно небезопасно женщине оставаться одной в Индии. Не зря Парам переживает. Я, понимаете, не такая уж и... трусиха. Я и одна жила, снимала квартиру несколько лет. И, в принципе, я жизнь повидала и знаю действительно, что это небезопасно. А тут еще ответственность на мне лежит. Ребенок. Но раньше я была более смелая. Сейчас, когда у меня ребенок, я практически всю ночь не спала. Я просыпалась, я же говорю, от каждого шороха. И вот еще мне предстоит, если несколько таких вот ночей
Я не знаю, как я выдержу. Лучше бы, вот я сейчас уже думаю, что лучше бы мы поехали или плюнул бы вообще парам на эти документы. Ужасное состояние. Но мне вот действительно немножко легче становится от того, что я вот сейчас выговариваюсь, вам рассказываю, я как-то отвлекаюсь на это. И действительно вот как будто бы я чем-то занята и не накручиваю себя еще сильнее. Сейчас вспомнила, уточню один момент. Вы в комментариях часто спрашиваете, мол, Наташа, а почему же, если Парам так боится тебя оставлять одну в Индии, как он собирается вас с Артуром отправить в Гоа жить, а тем временем сам работать здесь? Так вот, в Гоа это закрытый жилой комплекс, охраняемый, и туда на территорию никого постороннего не пускают. Там 100% безопасно. Вот, ну и раз уже зашла тема квартиры в Гоа, я, получается, вчера посмотрела новую серию, у вас она вышла гораздо раньше, у меня видео выходят с опозданием, напомню, заодно понедельник, среда, пятница, вот, выходят с опозданием. Вы уже посмотрели, а я только вот читаю, продолжаю читать комментарии, и многие из вас пишут, мол, Наташа, почему же ты не показала вашу квартиру? Ребята, я не показала нашу квартиру, потому что показывать, собственно, нечего. Ничего за год не изменилось. Я, получается, в прошлом году тоже не, саму квартиру мы не можем туда зайти. Нас, получается, отвел этот человек по определенному маршруту, и нельзя было ступить шаг влево, шаг вправо ни в коем случае. То есть там так вот водят всех. Показали квартиру, которую абсолютно всем показывают, кто зайдет, которая уже готова. Вот, и потом там провели, бассейн показали. И все, больше ничего. Я после этого я все снимала на видео, вам показывала, а потом я чуть ли не умоляла, говорю, пожалуйста, отведите, я понимаю, что туда зайти невозможно. Я вам, кстати, показала, когда мы проезжали на байке, мы проезжали мимо нашего как раз ряд, улицы, так скажем. И там, просто стоит здание без окон, без дверей, естественно, туда вовнутрь зайти невозможно, это небезопасно. Но я попросила, чтобы мы хотя бы прошлись по этой улице, чтобы я как-то почувствовала, что вот здесь я буду ходить скоро. Но он не разрешил. Почему-то я об этом видео не сказала, потому что, наверное, я уже тогда была в таком настроении, что мне вообще и снимать не хотелось. Я потом уже спустя, наверное, часа полтора сняла концовку. Вот, и, я сама очень сильно расстроилась. Показывать, в общем, я же говорю, нечего. Наша квартира будет готова. Когда, я же как там же в видео сказала, что о сроках не будем. Ничего я вам не буду обещать, а нам обещают, что вот-вот, а когда они закончат этот первый сектор, а закончат они, как они говорят, через месяц, и вот эти вот все силы бросят на второй сектор. И там уже быстренько все, что, мол, говорит, во время сезона дождей стоял процесс. А вот сейчас они активно, и вот-вот там через год и ваш второй сектор будет, я уже сказала, что они сказали, но как на самом деле будет, я не знаю. Все, друзья, будем прощаться, я уже столько всего наболтала, значит, уже будет, наверное, в следующей серии ясно, как и что. Пожелайте нам удачи, держите за нас кулачки, чтобы ночь прошла спокойно. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.